Приветствую вас! Наверное, большинство людей, работающих на заводах в Советском Союзе, знали, что почти все они имели двойное назначение. В мирное время они выпускали различные товары для повседневной жизни, а в случае войны без проблем все перестраивалось на военные нужды. Не обошло это стороной и машиностроение. Там также выпускали машины, которые в случае войны из гражданских переоборудовались в военные. Одной из таких машин и стал разработанный в 1957 году в стенах конструкторского бюро Минского автозавода опытный автомобиль лесовоз двойного назначения МАЗ-532, то есть совмещал в себе две функции – лесовоза и артиллерийского тягача, и проектирование которого проводилось с июня 1956 года под руководством ведущего конструктора Иванова в соответствии с планами развития и внедрения новой техники. Ведь в лесном хозяйстве тоже нуждались в подобной технике, способной пройти там, где нет совсем дорог, за раз перевозить до 20 кубометров леса, что в свою очередь снижало бы расходы на перевозку древесины с лесосеки на нижний склад. Основой лесовозного тягача стало шасси, донором которого стал ранее разработанный, но так и оставшийся опытный МАЗ-528 с задним расположением двигателя. Как и на модели 528, 532 МАЗ имел все тот же, но уже перенесенный на переднюю часть рамы и установленный под капотом, взятый от самосвала 525-го, 165-сильный двухтактный шестицилиндровый дизель ЯАЗ-206, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. От этого же самосвала были заимствованы остальные узлы и агрегаты, такие как двухступенчатая раздаточная коробка с симметричным межосевым дифференциалом, планетарные колесные редуктора и огромные 32-дюймовые колеса низкого давления. Благодаря таким огромным колесам, а также как на 528 модели укороченной колесной базе, несмотря на размеры, позволяло лесовозу отлично маневрировать в лесу, легко преодолевая большие препятствия, такие как стволы деревьев и пни, и не сильно быстро погружаться в мягкий грунт. Они также были заменой подвески, которой у лесовоза не было как таковой, что значительно упрощало общую конструкцию шасси. Для лучшего управления довольно большой машины руль водителя дополнительно имел гидроусилитель. Сам же водитель с двумя пассажирами находился в широкой кабине с трехсекционным лобовым стеклом. Для перевозки длинномерного леса машина оснащалась двухосным прицепом-распуском, а в задней части рамы за кабиной имелось буксировочное и трелевочное оборудование с мощной лебедкой для подтягивания древесных стволов. Ввиду того, что этот лесовоз имел двойное назначение, то для военных нужд МАЗ-532 мог быть переоборудован в средний артиллерийский тягач с металлической бортовой платформой с тентом или в спецшасси для транспортировки различной тяжелой военной техники. Вскоре после постройки, в марте-апреле этого года, начались испытания опытных машин в виде лесовоза артиллерийского тягача. Но несмотря на то, что они прошли приемочные испытания и показали себя весьма неплохо, проект МАЗа-532 по неизвестным причинам так и остался на стадии опытных машин, и дальнейшие работы по ним были прекращены. А все наработки и накопленный богатый опыт, связанные с постройкой опытных МАЗов 528 и 532, легли в основу еще более тяжелого тягача МАЗ-538. А если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!